Мы заехали в отель Вераклион. Тут мы ночуем одну ночь перед паромом на Санторини. Вот наш номер 303. В Агеас Николаус у нас был 302. Здесь 303. Тут все по-современному. Электронный замок. И мы попадаем. Мы уже, конечно же, занесли наши сумочки. Ключ-карту обязательно нужно ставить такую штуку. Ну, кто жил в отелях, тот знает. Это практически во всех современных отелях так сейчас. Для того, чтобы был свет. И свет есть. Вот он, мы зашли, ставили ключ-карту, все зажглось, свет на стене. Мы ничего не включали. Это все зажглось само. Вот так выглядит номер. Давайте посмотрим. Это две сдвинутые кровати. Мы знали, что так будет, когда заказывали. И есть еще третья кровать. Если кто-то ездит с ребенком, то самое то переночевать. Так, это при входе. Такая достаточно большая прихожая. Мне понравилось. Есть куда повесить, поставить вещи. Вот уже сложили свои маски. Заезд, кстати, во всех отелях Греции, где мы были, обязательно везде в общественных местах, в лифтах люди ходят в масках, и ни у кого это не вызывает ни вопросов, ни проблем. Это ванна. Это я. Привет. Так, тут встроено у нас мыло. Встроенный фен. И кроме этого есть еще вот такой наборчик. Я не разглядывала, что тут. Душевая кепи. О, смотрите, тут даже есть The Makeup White. В общем, все очень приятно. Все с логотипом отеля. Кепочка. Две кепочки. И мыльца нету, потому что мыло у нас вот. Очень жаль, я люблю собирать мыльца. Так, тут висят полотенчики, есть сушка для полотенец. Находится она над унитазом, но я думаю, что это ничего страшного. Кстати, вокруг раковин достаточно много места, и внизу есть еще маленький стульчик, то есть тут можно сесть и накраситься. Вообще мега удобно. Так, вот еще крючки для полотенец, телефон для экстренных случаев. Как вы заметили, тут есть окно. Оно открыто, проветривается на улицу. И у нас тут не душевая, а ванна. Ванна простенькая. Как работает вода горячая, еще не знаю. Потом в описании видео обязательно напишу, там где ссылка на отель. Так, это полотенце для ног, как всегда. Давайте посмотрим, куда же выходит окно. О, тут общий балкон чей-то. Тут чей-то балкон, так что его, конечно, лучше не распахивать. Это вот такой вид на город. У нас с одной стороны из ванны. Можно сфотать даже будет обязательно. Так. Сама первый раз вижу вид из этого окна. С другого мы уже подсмотрели. Прикольный угловой номер, слушайте, мне нравится. Мой следующий приезд в Вераклион, живем в другом отеле, я уже говорю мужу, давай поменяем на этот, пока не поздно, пока есть время. Вообще прикольно, когда ванное окно, все очень миленько. Как это, в строгих бежевых тонах. Так, шкафчик мы не полазили. О, смотрите, у нас в шкафчике сейф. Инструкции что-то нигде нет. Я не помню, нужно ли было за него отдельно платить. Вешалок тоже не так много, не как в прошлом отеле. Но мы тут всего на одну ночь. Наверх можно положить чемодан, кстати. При желании можно поставить сюда. И хорошо, когда большая прихожая в номере, есть место, где вообще приткнуть все эти чемоданы. Вот такой пуфик для сидения, кроватка, зеркало большое. Можно посмотреть себя в полный рост. Привет. Так, вот первое окошечко. Шторы день-ночь. Многие, наверное, они у многих есть. Ну или у некоторых, не знаю.
Вот такой вид это из одного окна у нас. Это крепость, скорее всего, венецианская. Тут в каждом городе по венецианской крепости, мы уже привыкли. Вот такой вид из одного окна. Шторы в целом закрываются нормально. Только что видели. Так, и вид из другого. Сейчас посмотрим. Давайте с вами раскроем. Что у нас тут? О, тут потрясающе. Так, это балконная дверь. Она открывается тут защелочкой. Вот наш балкончик. Ну что, шикарно, скажу я вам. Нам очень улыбчивый, разговорчивый мужчина на ресепшн сказал, что у нас супер вид. И я думаю, что он был прав. У нас супер вид. Там туннель. Вон туда едут машинки. Мы тут развернулись на этом кругу и приехали к отелю. Наш клуб стоит вон он, оранжевый. Сказали перепарковаться туда, потому что то, что отмечено синими местами, это для резидентов. И если полиция увидит там машину нерезидентов, то будет штраф. Мы перепарковались в место, где можно стоять. И завтра мы откуда-то из порта. Туда можно вполне дойти пешком. Поедем на Санторини, на пароме. У нас с собой сертификаты о прививках. Нужно предъявить их в порту. Вот такой вот у нас вид на Ираклион. Тут еще, кстати, не так далеко аэропорт, поэтому пока мы снимали видео, ни одного самолета не было, но до этого тут было несколько самолетов, которые взлетают над портом, и от них, конечно же, достаточно шумно. Но так как у нас дача тоже вблизи аэропорта, нас эти звуки ни разу не смущают, спим мы под них замечательно. Вот такой небольшой номер, очень приятный. Давайте, кстати, не посмотрели, что у нас на балконе. На балконе, к сожалению, столика нет. Но посидеть, в принципе, выпить вина, если вы этим увлекаетесь. Не вином, а выпить вина на балконе с видом на порт или на море. Внизу на ресепшн можно купить чай, кофе. Пожалуйста, сидеть. Столик, конечно, бы тут не помешал. Но, наверное, тут нет, потому что тут многие, вот мы заезжали, 3 человека, вместе с нами еще заезжало, и каждый тут останавливается на ночь. Вот такой клевый отель, получается балкон прямо напротив кровати. Солнце уже ушло с нашей стороны, оно будет у нас рано утром, но мы уйдем еще до восхода солнца из отеля, потому что на паром нужно прийти за 2 часа, паром у нас в 8, а восход солнца 7:05, поэтому мы уже на пароме должны будем регистрироваться там или что-то делать в 6 часов. Сейчас пойдем узнавать, куда нам идти, чтобы потом с чемоданами наперевес. Пойдем мы пешком, естественно, на такси мы не поедем, до порта тут близко. Все наши 3 чемодана покатят своими колесиками. Еще тут есть кондей, и где-то наверняка есть пульт от него, а вот на столе лежит вместе с пультом от телека. Вот, смотрите. Телек я не думаю, что мы будем включать. Какие там будут каналы, сложно сказать. Так, еще тут, наверное, есть холодильник. Да, смотрите, я угадала. Тут есть холодильник. В холодильнике есть 2 воды. Скорее всего, их можно выпить. Приятненько. Вот, любителям пить воду на балконе с видом на порт, пожалуйста. Так, закрыли. 3 больших стакана. Они реально большие, смотрите, видите? До этого у нас были везде маленькие разнокалиберные стаканчики, тут все модно. Вообще очень приятный отель с виду и внутри, мне нравится. Он, конечно, может быть не какой-то супер дизайнерский, но приглушенные цвета, белые стены, как в большинстве отелей, по-моему, где мы жили, кроме одного. Я пересмотрю еще видео, не помню уже, я уже не помню. Мы отели сменили, боже мой. Вот такой 303 номер в отеле Marine Dreams отель. Мне кажется, отличный номерок. Наш багажик. Сумка упакуется в чемодан. Это пляжная сумка. Мы сегодня купались в Агеас Николаусе. И пляжная сумка у нас пока не разобрана по чемоданам. Там есть место.
Так что мы пойдем с 3 чемоданами и одним рюкзачком. Вот такой обзор номера. Надеюсь, вам понравилось. До новых встреч. Пока-пока.